Всем привет, дорогие друзья! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И в этих традиционных видео мы встречаемся и просто болтаем, рассказываем друг другу, как у нас дела. Я рассказываю, что было нового в моей жизни, вы рассказываете, что делали вы. Эти видео всегда очень спонтанные, и я говорю так, как говорю в обычной жизни. Для вас есть субтитры здесь, и вы можете включить субтитры на своем языке, да, чтобы лучше понимать, о чем я говорю. Что вы пьете? Я всегда, когда я записываю эти видео, я делаю себе чай или кофе и пью чай или кофе и разговариваю с вами. В этот раз я сделала какао, и я его весь выпила еще до того, как я начала снимать. Поэтому я буду просто говорить. Да, но я сегодня пила какао. Так что не знаю, зачем вам эта информация. Ну ладно, я всегда начинаю эти видео так. Может быть, вы замечаете, может быть, вы видите что-то новое, что-то необычное. Я в линзах. Я понимаю, что я понимаю, что вы бы даже не заметили мои линзы, поэтому это была шутка. Когда я придумала эту шутку, я очень смеялась. Это мое чувство юмора. Да, я купила линзы. У меня не очень хорошее зрение. У меня зрение где-то минус 1,5, 1,5. То есть это значит, что я вижу вещи, но не очень четко, не очень детально. Если вы что-то читаете, ну, например, здесь у меня есть текст, так, конечно, я все вижу, но вот с такого расстояния, с расстояния моей вытянутой руки или немного дальше, я уже очень плохо вижу. Но в моей обычной жизни мне не нужно смотреть далеко. Поэтому я не ношу линзы, я не ношу очки. Я думаю, что я видела достаточно. Раньше я носила линзы практически всегда. Особенно, когда я работала в школе, и я ходила на работу, то я носила линзы постоянно. Потом случился коронавирус, и когда все сидели дома, мне не нужно было никуда ходить, общаться с людьми и смотреть куда-то далеко. И я перестала носить линзы, перестала носить очки. И я отвыкла. Я отвыкла носить линзы. И потом, когда коронавирус закончился, я не могла вернуть себе эту привычку. Конечно, если я иду в кино, если я иду в музей, то я буду надевать очки, но линзы нет. Так вот, я увидела в одном из чатов, ну, русскоязычных иммигрантских чатах в Телеграме, где люди продают свои вещи, одна девушка продавала 2 коробки линз. И это как раз мой размер. И я подумала: о, окей, интересно. И эта девушка жила очень близко, в 10 минутах от моего дома. И я подумала: ладно, почему нет? Я купила линзы, я забрала у нее линзы, и когда я их надела, то у меня был немного шок, потому что весь мир стал такой 3D. Я живу в очень высоком доме, и у нас можно подняться на крышу, чтобы посмотреть на город, например. И я пошла вечером на крышу, и я просто обалдела от красоты, потому что раньше я, ну, конечно, я вижу какие-то огоньки, я вижу, ну, как вам объяснить? Это все в пятнах. А сейчас я увидела все в деталях. Маленький-маленький нюанс, как люди ходят по улице. Или когда мы пошли гулять, то я могла смотреть по сторонам и видеть витрины магазинов. Обычно я не замечаю магазины, я не замечаю витрины, потому что, ну,
я не вижу, что там. И да, было очень интересно. Поэтому сейчас я иногда ношу линзы, не каждый раз, но если мы куда-то ходим, то я надеваю линзы. Вот такие новости, такие новости. Если вы на этом канале в первый раз, то добро пожаловать. Да, в этих видео я говорю на разные темы. От линз до, ну, вы сейчас узнаете. Так, что еще? 2 месяца назад, когда я снимала аналогичное видео, я рассказывала вам, что я ничем особенно не занималась в прошлые 2 месяца и как-то больше отдыхала, ничего не делала. И интересно, конечно, после того, как я записала это видео, после того, как я его выложила, опубликовала, то я поняла, я начала плакать, я почувствовала, что я на самом деле очень сильно устала, и я ничего не делала. Не потому, что я как-то отдыхала, а скорее потому, что я, ну, может быть, немного выгорела. Это мне нравится слово выгорание само по себе, структурно, но мне не нравится смысл этого слова. И что было? Вы знаете, что у меня есть программа спринты. Я про нее рассказывала достаточно регулярно, плюс-минус регулярно, не очень регулярно, но часто рассказывала. Так вот, там все классно. Но я поняла, что за 8 месяцев, у нас была эта программа 8 месяцев, я немного устала. Почему? 2 причины. Я рефлексировала, конечно, я сидела, думала, что как. 2 причины. Первое. Наверное, вы знаете что-то про нашу нервную систему. Я не специалист, но я что-то читала, что-то изучала, что-то смотрела, поэтому я рассказываю так, как я понимаю эту тему. Так вот, у нашего организма, блин, не хочу, чтобы это звучало скучно, но ладно. Так вот, наша нервная система работает в 2 направлениях. Это активация или наоборот успокаивание. Ну, газ, как есть у машины, и тормоз, как есть у машины. Вы не можете одновременно газовать и ехать вперед, и тормозить, стоять. И наш организм тоже может работать только или газовать, или тормозить. Он не может одновременно газовать и тормозить, и ехать, и стоять. Так вот, как работает нервная система? Можно представить такую шкалу. От -10 до +10. Или наоборот. Я не знаю, как это будет удобно показывать на экране. Так вот, с одной стороны, где-то -10, когда полный тормоз, все, тормозей некуда. Это полная апатия, это полная фрустрация, вы лежите, вы ничего не можете делать. И +10 на другом полюсе, на другом конце спектра +10. Это паника, это истерика, это максимальная активация нервной системы. Где-то 0 — это примерно посередине. Вы чувствуете себя спокойно, сбалансированно, гармонично. -10 апатия, +10 паника, истерика. Какой был паттерн у меня? А, я чувствую вдохновение, энтузиазм. У меня появляется новая идея. Можно сравнить где-то +3, например, +3, +4. И мне хочется все делать. Мне хочется делать первое, второе, третье, четвертое. Если вы учились со мной, если вы были на моих спринтах, то я думаю, я надеюсь, вы заметили, как много сил, как много энергии, как много, времени я трачу на материалы, на сбор активностей и так далее. Так вот, у нас идут спринты. И у меня очень много этой энергии. У меня много мотивации, я хочу все делать, у меня энтузиазм из ушей льется. И поэтому я трачу очень-очень-очень много энергии
на вебинары, на задания. И мне нравится это делать. Я нахожусь в состоянии потока, и поэтому моя нервная система немного улетает вперед, то есть в эту плюс-плюс-плюс активирующуюся зону. Чем это все заканчивается? Это все заканчивается тем, что я чувствую больше апатию, что я не могу ничего делать в другой жизни. И поэтому я просто лежу, и кажется, что я ничего не делаю. И мне самой тоже казалось, что я вообще ничего не делаю. Я просто, не знаю, лежу. Потом у нас спринт заканчивается, и я думаю, все, можно немного отдохнуть. Я отдыхаю 3 дня, я немного восстановилась, у меня снова появляется энтузиазм, у меня снова появляется мотивация, и я снова с головой прыгаю. И по этой схеме, которую я вам рисовала, получается, что я иду все плюс 4, плюс 5, плюс 6. Потом я сразу просто лежу, потому что у меня нет энергии. Мое тело мне говорит: остановись, успокойся. Я говорю: хорошо, я остановлюсь, я успокоюсь на 3 дня. Потом я немного отдохнула, но я не отдохнула полностью. И я снова начинаю пахать, я снова начинаю фонтанировать идеями, ну, в общем, и так далее. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, десятое. И да. Короче, мне кажется, что я немного выгорела, и это я сейчас немного кокетничаю. Я решила отдохнуть от спринтов. У нас будет отпуск на 1 месяц, может быть, 2. И сейчас моя самая большая задача. Ну, кстати, вы же видите, вы же заметили, что я не выкладываю новых видео. Это потому, что у меня нет энергии. Это потому, что у меня нет сил в обычной жизни. Вот. Поэтому мои планы на следующий месяц, может быть, 2. Отдохнуть. Спринты сейчас на паузе. Если вы в спринтах, знаете, я вас обожаю, я вас всех люблю. Это тоже большая проблема. Я поняла. Потому что каждому человеку, каждому студенту, неважно кто, я отношусь вот как к моему другу, как к моему самому близкому другу, мне кажется. И поэтому я все воспринимаю очень близко к сердцу. Да, я воспринимаю все очень близко к сердцу. И так вот, ладно. Я планирую отдохнуть месяц, может быть, 2. Моя главная задача — не начать делать дополнительно какой-нибудь проект, потому что у меня была идея делать Learn Russian with News, дополнительную, подписку и еженедельные видео. Но я думаю: Ярослава, если ты будешь это делать, ты просто выгоришь еще сильнее. Отдыхай, просто релакс, расслабься. Так, из, у меня осталось 3 минуты из последних новостей. Что было интересного? У меня новая учительница испанского, и она замечательная. У меня к ней нет претензий, слава богу. Все. Если вы переживали о том, что у меня были не очень хорошие учителя, можете больше не переживать, все нормально. И я дочитала Евангелие. Я дочитала 4 Евангелия. Последнее Евангелие от Иоанна, последние строки, точнее, последние главы я уже читала как комедию. Потому что, ну, был смешной момент, когда 2 апостола побежали к могиле Христа. И этот апостол пишет: вот они вдвоем побежали, но тот апостол, которого Иисус любит больше, бежал быстрее. Почему? Почему ты про это вообще говоришь? И потом, на самых последних строчках, он, если вы не читали Евангелие, то в последнем Евангелии от Иоанна, когда автор пишет о студентах, когда автор пишет об учениках Иисуса, об апостолах, он пишет, что там есть один ученик, которого Иисус особенно любит. И потом на последней странице,
Надеюсь, это не спойлер для вас. Книга была написана 2000 лет назад, ладно? Так что это не спойлер. Автор Иоанн говорит, что это он, любимый ученик Иисуса, что это было о нем. Я думаю, ну ты совсем не скромный, вообще не скромный. Самое большое мое откровение, что мне понравилось больше, ну, ладно, нельзя сказать больше всего или меньше всего. Когда ты читаешь, когда я читала Библию, то это чувство сопричастности, чувство, ощущение, что я читаю, я понимаю, я прикасаюсь к тому, что миллионы миллионов людей во всем мире в течение многих веков прочитывали, прочувствовали через себя, пропускали через себя. Это ощущение, что я часть чего-то очень большого. И это было очень уникальное переживание, очень серьезное, сильное чувство. Похоже, я чувствую себя, когда я читаю классику, например, русскую классику. Когда я читаю, я думаю, я читаю, я понимаю то, чем восхищались, на что опирались тысячи, миллионы людей до меня и вместе со мной. Вот такие вещи. Ладно, друзья, я думаю, что мы с вами увидимся, потому что у меня есть линзы. Увидимся скоро. И да, как ваши дела? Простите за такое короткое видео. Пока-пока.